Уважаемые подписчики, сегодня предлагаю испечь хлеб барвигинский. Хлеб барвигинский принадлежит к диетическим сортам хлеба и изготавливается из муки высшего сорта и дробленого пшеничного зерна в соотношении 50/50. Для начала приготовим мочку. Для этого зальем 250 граммов дробленого пшеничного зерна 250 граммами воды температурой 60 градусов, то есть соотношение у нас воды к зерну 1 к 1. Хорошо перемешаем для того, чтобы не было остатков сухого зерна, и оставим на 2,5 часа при комнатной температуре. Рецептура хлеба барвигинского появилась в 1972 году в книге «Новые и улучшенного качества хлебобулочные изделия», которая была издана в издательстве «Пищевая промышленность» в Москве. Тесто готовят безопасным способом, поэтому по прошествии 2,5 часов приготовим тесто. Для этого смешаем все указанные ингредиенты и произведем замес. На данную рецептуру идет 24 грамма яйца. Это соответствует примерно половине яйца. Для того, чтобы измерить 24 грамма, взбейте яйцо, а затем отмерьте на весах 24 грамма. Хлеб барвигинский принадлежит, как я уже сказала, к диетическим сортам хлеба и выпекается формовым массой 200 и 400 грамм. Я предлагаю испечь его весом 400 грамм. По указанию книги данный хлеб предназначается для людей с нарушенной или вялой перистальтикой кишечника. При замесе необходимо регулировать воду по влагоемкости вашей муки, а также по пожеланию к мякишу. Начинайте с внесения 50 грамм воды, как я указала в рецептуре, а затем вносите по мере необходимости во время замеса. Если вы хотите получить мягкий, воздушный и сочный мякиш, желательно, чтобы тесто у вас было относительно влажным. Вот можно посмотреть на консистенцию теста. То есть оно у нас держит форму достаточно хорошо, не распадается на отдельные куски, но тем не менее имеет очень влажную, мягкую консистенцию. Именно такая консистенция и обеспечит нам мягкий, воздушный и в меру пористый мякиш. Оставляем тесто на брожение на 2-2,5 часа при температуре 29-30 градусов. Во время брожения необходимо сделать 2 обминки. По прошествии времени выкладываем массу на смоченную водой рабочую поверхность. Также смачиваем водой скребок и поверхность весов и делим на 2 равные части, если вы хотите испечь хлеб весом примерно 400 грамм. Как вы видите, тесто достаточно пластичное. Несмотря на то, что оно имеет относительно высокую влажность, оно хорошо поддается формовке.
Выкладываем в форму L11 и отправляем на расстойку. По рецептуре продолжительность расстойки составляет 7-12 минут. Однако мой опыт показывает, что этого времени оказывается недостаточно, и хлеб во время выпечки сильно рвет по всему периметру. Поэтому я даю ему расстойку в течение примерно 30 минут при температуре 29-30 градусов. По окончании выпечки хлеб желательно смачивать водой. Это один вариант. Второй вариант – это сбрызнуть его водой из пульверизатора непосредственно перед выходом из печи, примерно за 3-5 минут. Суть обработки поверхности водой состоит в том, чтобы придать поверхности хлеба глянец. Хлеб необходимо оставить на 3-4 часа перед тем, как нарезать. Книга пишет, что выпуск хлеба в торговую сеть допускается только спустя 3-4 часа после выпечки. Такой хлеб рекомендуется подавать к первым и вторым блюдам, согласно рекомендациям книги. Если вам понравилось это видео и вы нашли его полезным, я буду признательна и благодарна, если вы подпишитесь на мой канал, поставите лайк, а может быть, разместите ссылку на это видео в своих социальных сетях. Пеките на здоровье!